Друзья, всем привет! С вами снова я, Павел Терентьев-Моисей, профессиональный BMX-райдер, чемпион России по BMX 2011 года, и в 2017 году я занял 3-е место. И в этом видео на нашем канале Moses мы вам расскажем самые основные советы, чтобы быстрее прогрессировать в катании, чтобы быстрее стать прорайдером. В общем, все советы, которые вам очень сильно помогут. Погнали! Ребят, первый пункт, который обязательно нужно делать, я знаю, юные райдеры очень много забивают на это растяжка и зарядка в принципе. Я, когда был молодой, я делал это каждый день перед катанием. Ни в коем случае не стесняйтесь. Если вы приехали в скейт-парк и не сделали зарядку, шанс получить травму в случае падения очень сильно повышается. Поэтому на этот пункт мы снимем, скорее всего, отдельное видео, где мы полностью раскроем эту тему. Но сейчас, я думаю, вам достаточно этой информации. Перед катанием всегда делаем зарядку. Второй пункт – это настроенный велосипед, и чтобы велосипед подходил вам. Велосипед всегда должен быть в рабочем состоянии. Я, если честно, иногда с этим, конечно, грешил, но в активной фазе, когда вы вот прямо катаетесь каждый день, вы должны следить за тем, чтобы у вас все было подкручено, все настроено, ничего не люфтило и так далее. В общем, гораздо комфортнее кататься, если велосипед настроенный, подкрученный и, естественно, чистый. Поверьте мне, это вас гораздо больше замотивирует. И в этом же пункте тоже важно понимать, что велосипед должен соответствовать вам. То бишь, если вы совсем небольшого роста, вам нужно раму короче. Если вы хотите, например, больше делать тейлвипов и вращений, вам нужно сделать перья покороче и так далее. То есть под каждый стиль катания и под каждую конфигурацию тела есть определенные свои запчасти. Под этот пункт мы тоже, я думаю, раскроем отдельным видео эту тематику, но сейчас вы должны просто понимать, что велосипед тоже должен вам соответствовать. Пункт третий – это ОФП и, в принципе, состояние тела. Ребят, мне очень часто скидывают видео юные райдеры в Инстаграм. Вы тоже можете это сделать, если у вас есть какие-то вопросы по изучению трюков и так далее. Ссылка внизу, здесь рядом иконочка. Подписывайтесь и скидывайте свои видосы и спрашивайте какие-нибудь советы. В общем, ребята мне скидывают видео и пишут: Паш, почему у меня не получается данный трюк? А я сразу же с первой секунды вижу, что райдеру очень сложно выполнять трюки, потому что он весит 40 килограмм, он небольшого роста, и в принципе ему сложно управлять велосипедом. Плюс иногда бывает полное несоответствие, когда райдер очень маленький и худой, а велосипед большой, длиннющий. Естественно, так гораздо сложнее учить трюки. В общем, я это все к тому, что вы должны следить за состоянием тела, за своим ОФП. Если вы чувствуете, что вам не хватает сил, то как минимум вы должны лучше питаться, ходить на брусья турники или в идеале в спортзал. В общем, чем вы будете сильнее и активнее, тем гораздо проще вам будет учить трюки. Теперь очень важный пункт. Это постепенное изучение трюков, в общем, поэтапность. Куча раз видел ситуации, когда райдеры приезжают в скейт-парк, не умеют особо трюки на плоскости, соответственно, у них контроля недостаточно, чтобы как-то учить трюки в скейт-парке, они сразу пытаются учить там тейлвип или какие-нибудь сальто и так далее. Ребят, не делайте так, потому что и по своему опыту, и в принципе по наблюдению за другими райдерами я убедился, что все травмы, практически все травмы происходят из-за того, когда люди прыгают сверх головы и учат трюки, на которые до сих пор еще не способны. То есть вы должны учить трюки постепенно, поэтапно. Это, естественно, для самых терпеливых. И только самый терпеливый из вас дойдет до крутых результатов, очень постепенно, пошагово учив трюки. Тем самым вы можете избежать практически все травмы и быстрее добиться результата, который захотите. Следующий очень важный пункт – это фокусировка на трюк во время исполнения. Друзья, по моим наблюдениям, из-за этого происходит очень много травм, поверьте мне, и я лично падал пару раз только из-за этого. Во время исполнения трюка вы всегда должны быть полностью сфокусированными на этот трюк и не думать про какие-то вещи параллельно. Едем не сжатыми, едем, естественно, слегка расслабленными на исполнение трюка, но вы должны быть полностью сфокусированными только на этом трюке и находиться в этом моменте, не думать про остальные вещи. Это очень важно, поверьте мне. Теперь пункт про здоровый отдых. Я знаю, многие из вас тоже очень хотят забить на это.
Это касается тех райдеров, которые катаются с утра до ночи каждый день. Если честно, я так катался, и многие прорайдеры так катались. Но очень важно понимать, что нужно обязательно отдыхать, то есть чтобы ваш организм отдохнул, ваши мышцы выросли, соответственно, ваше тело подкачается, вам гораздо будет удобнее делать трюки. Нужно отдыхать, по моим ощущениям, хотя бы один день в неделю, ну или экстренно, если вы прямо очень сильно и часто катаетесь каждый день с утра до вечера, то хотя бы один день в 2 недели вы должны быть без велосипеда и просто отдыхать, питаться, расти, так сказать, и расслабляться морально. Это тоже очень сильно вам поможет в катании, потому что на следующий день, когда вы приедете в парк, или, допустим, это будет 2 дня отдыха, вы просто уже в хорошем смысле не почувствуете велосипед, вам сразу будет все проще делаться, и вы будете быстрее прогрессировать. Друзья, и последний пункт, тоже очень важный, это коммуникабельность и медийность. Мы живем в такое время, что если вы не снимаете видео, если вы не делаете фотографии, вы не такой популярный, допустим, райдер, который делает так. Пусть даже вы лучше катаетесь. К сожалению, сейчас это правда жизни. Поэтому этот пункт касается тех райдеров, кто хочет стать прорайдером. Если вы будете коммуникабельными, будете общительными, будете знакомиться с людьми, будете ездить по разным местам, по разным скейт-паркам и локациям, и будете медийной личностью, хотя бы изредка выкладывать видео, фотографии и так далее, то в дальнейшем вам гораздо проще будет познакомиться с новыми райдерами, познакомиться с потенциальными спонсорами и прочее, прочее, прочее. Поэтому это тоже очень важный пункт. Будьте открыты всему новому, будьте коммуникабельны, и пусть быстрее к вам придет успех и крутое катание. Ребят, на самом деле на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось наше видео. Я уверен, что вам понравилось наше видео. Обязательно поставьте лайк вот здесь, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Это тоже вроде очень важная штука. Эти темы, все подпункты мы хотим раскрыть в полном видео, поэтому, надеюсь, совсем скоро мы это сделаем. И у вас будет гораздо больше пользы, и вы быстрее научитесь кататься, и прогресс, так сказать, в катании у вас пойдет еще быстрее. На этом все. С вами был Моисей, Павел Терентьев, и увидимся в следующем выпуске, друзья.